Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня готовлю очень вкусную ягодную пастилу на желатине. Это десерт без выпечки, а также без сахара и яиц. Готовится очень просто. Такая пастила по вкусу очень похожа на суфле или зефир. Очень вкусная, нежная, воздушная. Готовим! Для приготовления пастилы понадобятся любые ягоды, около 500 граммов. Можно использовать как свежие, так и замороженные. У меня 350 граммов вишни замороженной, без косточки, и 200 граммов черной смородины. Вишню и смородину в замороженном виде сразу высыпаю в кастрюлю и ставлю на огонь. Если у вас вишня с косточкой, берите примерно на 10% ее больше по весу. Предварительно тогда разморозьте, удалите косточки и потом уже вместе с соком ставьте на плиту. Сначала готовлю под крышкой, чтобы ягоды быстрее размягчились и дали сок. А затем крышку убираю, немного увеличиваю огонь. Нужно, чтобы лишняя жидкость выпарилась. К ягодам добавляю щепотку соли, она усиливает вкус десерта. Подсластитель, у меня столовая ложка стевии, но ориентируйтесь на свой вкус и вид ягод. Вместо подсластителя можно использовать сахар. И добавляю сок лимона, около 1 столовой ложки. Лимон очень хорошо усиливает вкус десерта. Но если вы будете использовать только вишню, сок лимона не добавляйте, так как вишня и так кислая. Увариваю ягоды примерно 15 минут, до такого состояния. Немного жидкости все равно остается, так и должно быть. Параллельно готовлю яблоки. Яблоки – это каркас нашей воздушной пастилы, потому что рецепт без сахара и яиц. Беру 550 граммов яблок, у меня сорт Фуджи, но подойдут любые. Разрезаю их пополам, убираю сердцевину и отправляю запекаться в духовку при 200 градусах до мягкости. По желанию яблоки можно потушить на плите с небольшим количеством воды или использовать уже готовое яблочное пюре. Для этого рецепта понадобится около 350 граммов густого яблочного пюре. А затем готовые ягоды перекладываю в миску. И к ягодам добавляю запеченные яблоки. Кожицу с яблок я снимаю, но можно оставить, потому что в кожуре и около нее больше всего пектина, который поможет желатину сделать пастилу упругой, как зефир или маршмеллоу. Пробиваю все погружным блендером до однородного состояния. Посмотрите, какая густая и красивая масса получилась. Насыщенный глубокий цвет и очень яркий аромат. Теперь добавляю в пюре желатин 45 граммов. Я использую быстрорастворимый желатин, всыпаю его в пюре и тщательно перемешиваю. Если у вас масса успела остыть, обязательно немного подогрейте ее на водяной бане или в микроволновке, чтобы желатин хорошо растворился. Если у вас обычный желатин, залейте его водой, примерно 150 мл. Оставьте, чтобы он набух, потом прогрейте до полного растворения и вливайте в ягодно-фруктовое пюре. Оставляю пюре на несколько минут, чтобы желатин полностью разошелся. И теперь самый интересный этап – взбивание. Взбиваю массу миксером 15-20 минут. Начинаю взбивать на низкой скорости и постепенно увеличиваю. За это время масса насыщается воздухом, светлеет и увеличивается в объеме. У меня ручной миксер мощностью 450 Вт, и он отлично справляется и не перегревается. Так что не переживайте, такая длительная работа для миксера на самом деле не длительная. Конечно, с планетарным миксером будет еще проще, но и ручной отлично подходит, вы видите сами. Вот такая пышная и воздушная масса получается. Смотрите, какая она плотная, яркая и аппетитная. Аромат невероятный. Перекладываю массу в форму, заранее застеленную пленкой. Форма у меня квадратная, размером 21 на 21 сантиметр. По текстуре это уже почти зефир, очень воздушно и нежно. Разравниваю. Пастила получается не полностью однородная, вы видите, есть мелкие вкрапления от ягод, и это нормально. Даже наоборот, так вкус получается более насыщенным. Перетирать ягодное пюре через сито не обязательно, так проще, быстрее и полезнее. Но если вы используете, например, малину с мелкими косточками, тогда желательно уже готовое уваренное пюре перетереть через сито, а потом добавлять яблоки. Накрываю пастилу сверху пленкой в контакт и отправляю в холодильник минимум на 2 часа или до полного застывания.
После этого аккуратно снимаю пленку, достаю ягодную пастилу из формы и нарезаю на порционные кусочки. Посмотрите, какая красота получилась. Воздушная, нежная, мягкая, отлично держит форму. Цвет просто невероятный и при этом без каких-либо красителей. Такая пастила имеет очень насыщенный, ярко выраженный ягодный вкус. По желанию можно обвалять кусочки пастилы в кокосовой стружке или кокосовой муке. Но в принципе этот десерт не липнет к рукам. Вот такая воздушная пастила получается, очень вкусная, с нежной текстурой и приятной кислинкой. При этом рецепт простой, к тому же без сахара и яиц. Это отличный способ использовать замороженные ягоды и приготовить полезный десерт. Храните пастилу в холодильнике до 5 дней в герметичном контейнере. Кстати, на следующий день пастила становится немного суше и вкуснее. Готовьте с удовольствием, приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые простые вкусные рецепты.